Друзья, приветствую вас на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я ведический астролог, и на этом канале мы с вами сегодня будем обсуждать прогноз для Беларуси на 26, 27 и частично на 28 год. И в этом видео я вам расскажу в целом о том, какие глобально тенденции в том числе ожидают Беларусь, то есть в каком большом периоде Беларусь находится, видно ли, когда с Беларуси будут сняты санкции, когда откроются границы и все вот такие вот тонкие моменты, которые сейчас связаны с Беларусью и которые влияют на политику страны. Значит, у меня на канале можно смотреть ежемесячные прогнозы для всех знаков зодиака, полезные обучающие видео. Ко мне можно прийти на личную консультацию либо на обучение. Ссылки в описании, в комментариях к этому видео будут тоже обязательно. Гороскоп Беларуси. Гороскоп Беларуси, на самом деле есть споры по поводу того, какой гороскоп Беларуси должен быть, потому что есть время, когда окончательно было завершено голосование за независимость, когда это голосование начиналось. Однако вот этот вот гороскоп Беларуси для тех, кто в теме, для тех, кто в курсе, он очень совпадает с Беларусью, потому что в последние годы в Беларуси, ну, до 2020, наверное, даже чуть-чуть попозже, в Беларуси был курс на то, чтобы страна стала IT-хабом, и эта страна действительно добилась очень больших успехов в развитии IT-технологий. Огромное количество белорусских компаний, которые выходцами являются из Беларуси, они создали очень много продуктов, IT-продуктов, которые известны на весь мир, в том числе игра World of Tanks, по-моему, как она правильно, если так называется, приложение «Женское фло» и многие другие. То есть страна была таким IT-хабом, и знак зодиака Водолей в Лагне, то есть в асценденте страны, я считаю, что он очень сильно отражает вот эту вот национальную особенность Беларуси. Но в общем-то, это такой спорный вопрос, кому как кажется, да, кто-то считает, что белорусам больше подходит асцендент в Козероге, кто-то считает, что подходит больше асцендент в Водолее, но нам нужно понимать, что гороскоп, главное, чтобы работал, а что он там показывает, это второстепенно. И этот гороскоп Беларуси, на самом деле, несмотря на то, что он выглядит очень спорно, очень сложно, он очень рабочий. Очень сложный он из-за того, что здесь скопление планет, 4 планеты в одном знаке зодиака, в одном доме гороскопа. Это Венера, Юпитер, Меркурий, Солнце, находящиеся в 7-м доме партнерства. С другой стороны, это тоже очень отражает политику Беларуси, потому что Беларусь периодически, вот она сегодня с одними дружит, завтра с другими дружит. Так сложилось, что вот Беларусь, она, ну, считается, что географически она в центре Европы, и она то с Россией дружит, то с Европой дружит, и вот эта вот качель, она никак не качнется в какую-то определенную сторону. Значит, геополитически тогда сложилось, что Беларусь находится на пересечении вот этих вот связей, на пересечении вот этих вот интересов. Значит, по периодам сейчас и то, что я сейчас буду говорить, это называется «имеющий уши да услышит». Это я уже там 10 раз повторять не буду, но послушайте, пожалуйста, внимательно то, что я сейчас буду говорить. С мая 2018 года по май 2037 года Беларусь находится в периоде Сатурна. И я этот период уже давным-давно рассмотрела, давным-давно для себя сделала выводы, и, в общем-то, время идет, ничего не меняется. Что такое Сатурн? Сатурн — это планета дисциплины, труда, ограничений, планета закона, планета, которая отвечает за контроль, за сжатие, за холод, за границы. И Сатурн в гороскопе Беларуси находится, хоть он и ретроградный, но он находится в своем собственном знаке, то есть Сатурн невероятно силен, планета труда, дисциплины, усердия вот такого, и терпения, но и контроля, но и ограничений, и всего, что связано вот с такими вот вещами.
Значит, Сатурн в гороскопе Беларуси является управителем первого дома гороскопа. Первый дом отвечает у нас за всю нацию, в целом за благосостояние нации, за состояние в целом нации и находится в 12 доме гороскопа. За что отвечает 12 дом гороскопа? 12 дом гороскопа — это изоляция, это закрытые границы. То есть это в целом, нет, неправильно. 12 дом гороскопа — это дом перемещений между мирами, то есть между государствами. Это границы между государствами. Потом это пенитенциарная система, это все, что связано с международными отношениями, с международными связями, это импорт-экспорт, то есть международная торговля. Вот этот Сатурн находится в 12 доме гороскопа, вот в этом вот 12 доме гороскопа, про который я сейчас говорю. Сатурн — планета ограничений, планета дисциплины, труда, закона, режима. То есть Сатурн в 12 доме гороскопа, обычно в гороскопе человека, например, указывает на то, что человек работает где-то в закрытом режимном структурном предприятии. Либо когда Сатурн находится в 12 доме гороскопа у человека, это может быть период изоляции человека от внешнего мира. Например, человек лежит в больнице, например, человек скрывается где-то, либо, например, человек находится в исправительном учреждении. Такая вот особенность, когда Сатурн находится в 12 доме гороскопа. Бывает другая особенность. Бывает такая особенность, что человек не может выезжать за границу. Либо из своего города, либо выходить куда-то. То есть Сатурн в 12 доме гороскопа напрямую указывает на закрытую границу, на то, что человеку, либо государству какие-то возможности для перемещения ограничены. То есть вот этот вот Сатурн в 12 доме гороскопа у нас продолжается до мая 2037 года. Каким образом у нас сформировалась эта тенденция, что в гороскопе Беларуси в 12 доме вот этот вот Сатурн, как это вот отразилось, как это проявилось? Изначально это, можно сказать, началось с того, что перестали летать самолеты, то есть это вот тоже перемещение, то есть частично, конечно, не полностью, да, но частично закрыто авиационное сообщение. Потом границы с такими соседями, как Польша, Прибалтика, там тоже частично то открывается, то закрывается. То есть вот эта вот проблема с границами, с открытой границей или с закрытой границей, она сохраняется, и в том или ином виде она будет существовать до мая 2037 года. То есть вот глобально Сатурн об этом. Что, конечно, это не значит, что никогда никакая граница не откроется, да, но все равно не будет так, что все полностью открыто и все так, как было до 2020, допустим, года. Потому что изначально даже начался ковид. Это конец 2019 года, потом 2020 год, 2021, так по нарастающей, то одно, то второе. То есть это не значит, что постоянно полностью, но все равно вот эта вот тенденция закрытого какого-то пространства, закрытых каких-то возможностей, и в том числе в международной торговле, она будет сохраняться. Это в том числе санкционная политика в отношении Беларуси. То есть еще в течение 10 лет я считаю, что те или иные санкции будут все равно применяться к Беларуси. И, конечно, это не значит, что их не будут снимать, что это такая вот постоянная величина, что все время как одни и те же санкции. Внутри этого периода есть подпериоды, которые будут давать какую-то свою другую тенденцию. Помимо этого, Сатурн в 12 доме гороскопа указывает на усиление пенитенциарной системы. 12 дом — это пенитенциарная система. Усиление пенитенциарной системы. По сути, в общем-то, еще усиление может быть и медицинских учреждений, медицины в целом, насколько это возможно, либо усилий государства, то есть это показывает, над чем мы работаем. Сатурн показывает, над чем мы работаем. То есть это может быть усилия государства, в том числе по развитию медицины, медицинской, вот такой, как бы, может быть, там ревизия больниц, оборудование больниц и так далее, и так далее. Что еще?
В 12 доме гороскопа Сатурн — это планета, которая все, в том числе вот делает таким строгим, как тайна какая-то. И 12 дом он у нас отвечает за торговлю международную, поэтому Сатурн указывает на то, что какие-то решения проходят за закрытыми дверями, и это закрытая политика государства, когда соглашения у государства заключаются тайна, и это непрозрачная политика с точки зрения того, насколько эта политика доступна другим государствам, насколько другие государства в курсе того, что происходит. Это политика за закрытыми дверями. И что еще немаловажно, что управитель 1 дома гороскопа в 12 доме гороскопа — это прямая вот такая вот прямое указание на отъезд населения, на вынужденный отъезд населения, на то, что люди уезжают, но уезжают и приезжают, но вот это вот перемещение, оно дается с трудом, потому что Сатурн, это перемещение дается с трудом. Это может быть и трудовая миграция, это может быть и миграция по вынужденным причинам, но она вот будет присутствовать все равно, постепенная миграция будет присутствовать в течение ближайших вот еще практически, ну, чуть больше, даже, наверное, чем 10 лет. Потом уже, конечно, в другой какой-то реальности мы будем говорить про период Меркурия, но нам бы сейчас вот про этот Сатурн. Почему Сатурн очень хорошо подтверждает вот эту вот всю историю, и действительно это очень рабочая картинка, потому что Сатурн еще у нас аспектирует 2 дом гороскопа. 2 дом — это дом денег, дом ресурсов, дом казны, дом там, где Министерство финансов, банковская система. И Сатурн, как планета контролирующая, указывает на контроль государства, на усиление контроля государства за такими вот сферами, то есть Министерство финансов, банковская сфера, контроль за валютой и всем, что связано с операциями валютными и так далее. Потом аспект Сатурна на 6 дом гороскопа. И 6 дом гороскопа — это и рабочие места, это и армия, и медицина, и милиция. То есть Сатурн усиливает контроль еще и усиливает, ну, в целом показывает фокус государства на вот этих сферах, на том, что государство будет точно так же контролировать эти сферы и прикладывать усилия к этим сферам на жизни. И еще один аспект Сатурна — это аспект Сатурна на 9 дом гороскопа. 9 дом гороскопа — это дом, с одной стороны, тоже международных отношений, то есть это отношения с такими государствами, как ООН, с такими государствами, как там Европейский Союз и так далее, и так далее. И Сатурн, он тоже ограничивает вот эти вот все отношения. Сатурн создает в целом, если говорить про то, что сама по себе вот эта вот линия государства до 2018, например, года, там, до вот этого наступления Сатурна, она была на развитие IT-технологий, то сейчас можно сказать, что это технологии, потому что Сатурн — это очень серьезный такой консерватор. И получается, что он как бы откатывает вот этот вот прогресс и говорит, что зачем нам это надо, потому что от этого вот это вот горе от ума, от этого только может быть не очень хорошие какие-то последствия становятся, давайте вот это вот все откатывать. Интересно, что в дополнительном гороскопе Сатурн управляет 3 домом гороскопа, находится точно так же в рыбах. Рыбы — это еще вот эта вот международная торговля, и для предпринимательства тоже показывает, что для предпринимателей тоже это как бы такой сложный промежуток времени. И здесь точно так же Сатурн аспектирует управителя 12 дома гороскопа, вот этих вот поездок, переездов, поэтому в целом и здесь тоже Сатурн аспектирует 2 дома денег, тоже вот эта вот вся тенденция, она подтверждается. Но Сатурн еще и в 5 доме, доме развлечений, доме, который отвечает за ментальное состояние нации в данном периоде, за то, что нация такая, ну, можно сказать, что вот это вот состояние нации, оно такое напряженное какое-то, может быть, и так далее. И количество развлечений, именно праздников, которые проходят в стране, либо мероприятий, которыми славится страна, то есть то, что страна может делать там на какую-то большую такую аудиторию, вот Сатурн, он как бы ограничивает такие вещи. Это общая тенденция до мая 2037 года, то есть ограниченность в финансах, ограниченность в
каких-то развлечениях, усиление вот этой вот ветви 6-12 дом гороскопа, то есть это судебная система, пенитенциарная система, милиция, полиция, армия, медицина тоже, госструктуры тоже. То есть это вот все усиливается по Сатурну, потому что Сатурн очень такой консервативный, и в Козероге он прям в своем знаке. Это такой большой консерватизм. То есть больше идет уклон в закрытость и в консерватизм. Но, конечно, это как бы такая общая картинка, но помимо этой общей картинки есть еще и подпериоды, которые дают различные результаты. Сегодня один результат, завтра другой результат. Все зависит еще от того, как у нас там транзиты идут по гороскопу, поэтому государство в каждом периоде будет искать какие-то другие инструменты и будет как-то по-разному развиваться. Сейчас у нас с 20 февраля 2025 года по 21 апреля 2028 года наступил подпериод Венеры. И эта Венера, в принципе, у нас неплохо расположена. Она Раджа-йога Карака в гороскопе Беларуси, то есть сильная планета. Она ретроградная, и она, с одной стороны, точно так же. То есть планета партнерства стоит в 7 доме мира, войны, партнерства для государства. И она тоже такая интересно с точки зрения, допустим, того, что вот если в гороскопе человека Венера находится в 7 доме гороскопа, то это скорее в минус, потому что Венера показывает желание наслаждаться, то есть получать выгоду от партнерства, не делать просто так. А в гороскопе государства, в общем-то, это точно так же может проявляться. Вообще, в любом случае, до апреля 2028 года Венера в гороскопе Беларуси указывает на расцвет международных отношений, на то, что страна так или иначе до апреля 2028 года будет в каких-то международных связях восстановлена и будет вступать в какие-то союзы, будет в какие-то входить отношения. а, И это позволит стране в том числе что-то поменять, там, допустим, да, там, и что-то развить, заключить какие-то договора. Значит, Венера отвечает у нас за что? Венера у нас отвечает за развлечения, и поэтому в этот период до апреля 2028 года Беларусь может проводить какие-то масштабные мероприятия, в том числе международные, допустим, либо просто какие-то масштабные мероприятия. Фокусы, которые будут вообще у государства на этот период. Венера у нас отвечает за автомобилестроение, за транспорт в целом, поэтому у государства будет фокус точно так же на автомобилестроении, на том, чтобы развивать автомобилестроение, на том, чтобы ревизию проводить автомобилестроения. Но это любой транспорт, это и самолеты, и пароходы, и самокаты, велосипеды. Все, весь транспорт это вот по Венере. Потом, что еще? Это может быть развитие таких текстильная промышленность, то есть то, что связано с красотой, с едой, с удовольствиями, с творчеством и так далее. Ну, естественно, тоже Беларусь может быть как какая-то такая переговорная площадка, потому что, ну, даже больше не переговорная, но какая-то площадка, которая как посредник, как какой-то посредник, который может там приводить к каким-то мирным соглашениям. И, но что хотелось сказать. Венера на самом деле тут не такая простая, как кажется, не такая благоприятная, не совсем такая благоприятная, как кажется, потому что она все-таки находится в Накшатре Макха. Макха, вот она у нас Венера в Накшатре Макха. Макха — это Накшатра, которая указывает на власть, и Макха у нее символ трон. Вообще Венера во Льве, она любит что? Она любит восхищение, она любит показательные какие-то действия, показательные какие-то поступки и, допустим, может быть, в этот период времени строится что-то, что будет демонстрировать власть в стране. Допустим, строительство какого-то нового дворца, какой-то резиденции, какого-то символа чего-то, символа государства какого-то. То есть Венера во Льве, она демонстрирует свою какую-то вот статусность.
И можно сказать, что такая Венера во Льве, она не готова сотрудничать на равных на самом деле, потому что Венера такая хочет, чтобы ей оказали почет, чтобы ей оказали уважение, чтобы ей подарили подарки, чтобы ее похвалили. То есть в принципе, получается так, что в целом эта Венера показывает, что государство готово, оно готово будет к взаимодействию, да, но это взаимодействие очень хрупкое, потому что для того, чтобы это взаимодействие было эффективным, нужно оказать все вот эти вот признаки уважения к стране и к тому, что в этой стране есть, к тому, что из себя представляет эта страна. Но Венера, она, в принципе, может указывать на то, что будут какие-то амбициозные проекты в этот период реализовываться. И тайные соглашения в том числе, потому что в дополнительном гороскопе Венера у нас находится все-таки с Кету, и Венера находится с Плутоном. Что это означает? Кету и Плутон. Что все-таки вообще в гороскопе Беларуси Венера, она как раз отвечает за людей, да, и вот этот вот процесс освобождения заключенных, он будет продолжаться. В принципе, вот эта вот Венера, она не отрицает того, что этот процесс будет продолжаться, но он будет продолжаться так же, как и продолжался процесс появление этих политических заключенных в стране, потому что Венера все-таки здесь у нас Кету. Кету это что-то тайное, Кету это что-то скрытное, плюс здесь у нас стоит Плутон, плюс это все под аспектом Сатурна, поэтому в целом я думаю, что это будет немного продолжаться. Потом Венера у нас еще отвечает точно так же за национальную валюту, за банковскую систему, поэтому какое-то преобразование национальной валюты до апреля 2028 года может произойти, тем более, что у нас и Сатурн в аспекте на второй дом гороскопа об этом указывает. Какое-то преобразование национальной валюты может произойти. Если мы посмотрим дополнительно другую систему прогнозов, которая у нас еще есть, в целом вот здесь вот у нас период идет с августа 2015 года по август 2027 года. Это период Льва, который в Беларуси продолжается уже очень долгое время. Этот период Льва указывает на то, что Беларусь в целом не вступает в вооруженный конфликт. Это тоже я знаю, что многие вот думают, там будет, не будет. Но Беларусь не вступает в вооруженный конфликт. В седьмом доме гороскопа у нас стоит Луна, хотя Беларусь в целом нацелена на партнерство и заключение каких-то союзов, но указаний на то, что Беларусь вступает в какой-то вооруженный конфликт, здесь нету. И я имею в виду напрямую, когда Беларусь отправляет там свою армию и так далее, и так далее. Но интерес представляет вот этот период с 26 августа 2027 года по 25 августа 2028 года. Это будет короткий период, который, наверное, станет предвестником того периода большого, который начнется с 25 августа 2028 года по 25 августа 2038 года. Но этот период я уже рассматривать не буду. Скорее всего, этот период лучше рассматривать тогда, когда будет ближе к этому времени, возможно, да, потому что сейчас все равно это будет очень абстрактно, но с 26 августа 2027 года будет период Девы. Значит, что мы видим, когда мы открываем период Девы? Вот так вот. Во-первых, это период восьмого дома для государства, восьмого дома. В период Девы у нас в первый дом гороскопа встает Марс, Гнати Карака, показатель врагов, долгов, болезней. И вот это вот в период Венеры, под период Венеры, получается, на этот под период Венеры выпадает период Девы. Он такой, конечно, короткий, но этот период Девы, он очень яркий, такой как вспышка в государстве, потому что Марс — это планета конфликтов, это период восьмого дома гороскопа, и он может дать усиление, какое-то напряжение в государстве, волнения какие-то в государстве, хотя международная политика все равно будет присутствовать, потому что управитель 10-го дома находится в 12-м доме гороскопа. Это значит, что представители государства ездят в другие страны и заключают какие-то соглашения, договариваются, то есть развивается вот эта вот политика международная.
и государство продолжает, то есть получать какое-то влияние за границей. Но это вот у нас 2027 год, и какое-то недовольство это вызовет. Что интересно, что у нас находится в четвертом доме, в доме, который отвечает за земли, а Рудхалагна находится здесь Раху. Раху это иностранец, возможно, приток какой-то иностранцев в страну, потому что, по сути, можно сказать, что в целом интересно, что вот здесь у нас год начинается с шестерочки. Шестерочка — это шестой дом, дом труда, дом работы, рабочих мест. И вот здесь эта штука еще тоже стоит, которая тоже указывает, что это может быть очень такой актуальный вопрос. И Луна у нас находится в шестом доме гороскопа, то есть актуальный вопрос именно количество рабочих мест, сколько людей там работает, не работает, и, возможно, будет какой-то приток вот этих вот новых рабочих, то есть, возможно, из других стран, да, либо еще каким-то образом вот люди приезжают в страну, ну, и это может быть, допустим, какое-то недовольство, потому что здесь у нас стоит Марс. Марс — это планета, которая отвечает за агрессию. И что интересно, что вот 27 год в Беларуси точно так же указывает на большие траты денег, и это по всем параметрам будет видно либо на большие траты денег, либо на то, что государство точно так же получает от кого-то какие-то санкции, либо оно должно рассчитываться по каким-то большим обязательствам, поэтому сразу огромная сумма денег уходит из бюджета. У нас здесь в 12 доме гороскопа оказывается сразу и Венера, и Юпитер, две планеты, которые отвечают за деньги, за банковскую систему в том числе. Поэтому что-то будет. И в 2027 году, что еще интересно, что в 2027 году может быть, по-моему, это и в годовом гороскопе тоже видно, но может быть такая история, как переделка какого-то главного закона в стране, типа Конституции, переделка какого-то главного закона. Значит, но этот год, вот 27 год, с августа 27 по август 28 года, он какой-то будет очень напряженный в стране, но при этом он будет очень сильно интегрировать страну с соседями, и из-за того, что какие будут отношения с соседями у страны, скорее всего, будет не очень доволен народ тем, что будет происходить. Но, тем не менее, сейчас у нас в транзитах по гороскопу государства, в транзитах Кету идет по седьмому дому гороскопа и вот создает эту тенденцию на какие-то тайные соглашения, а получается, ноября 2026 года зайдет в 12 дом гороскопа Раху. И 12 дом гороскопа — это дом открытых, дом, в принципе, вот этих вот перемещений, международной торговли. На 1,5 года Раху зайдет в 12 дом гороскопа Беларуси. И вот с ноября 2026 года вот эта тенденция такая, что поиск каких-то торговых отношений, поиск каких-то связей за границей, то есть какие-то международные контакты у страны расширяются, и, возможно, даже где-то открываются границы, возможно, даже где-то расширяются возможности по перемещениям именно. То есть я, конечно, не могу сказать, что 100%, например, там возобновляется авиасообщение или еще что-то в этом роде. Но вот какое-то сообщение, наверное, все-таки возобновится в Беларуси именно в 2027 году. И будет больше возможностей для путешествий, для тех людей, которые живут в Беларуси, то есть для государства вот откроются какие-то границы. Мне кажется, что вот на какой-то промежуток времени это будет возможно. Значит, давайте посмотрим еще, что еще. В 27 году, в июне 27 года в третий дом гороскопа зайдет Сатурн. И вот это еще одно подтверждение, на самом деле, что очень сильно 27 год будет таким тоже прорывным, переворотным каким-то для Беларуси именно с точки зрения вот транспортных сообщений, с точки зрения договоренностей, союзов, с точки зрения того, насколько Беларусь
у Беларуси будет возможность для перевозок, для торговли, для предпринимательства, потому что весь гороскоп по всем практически системам говорит о том, что это будет ключевой период, когда Сатурн будет идти по третьему дому гороскопа, но он там будет с перерывами, то есть это, может быть, будет внедряться в несколько этапов, потому что с июня 27 года там, по октябрь 27 года Сатурн зайдет в третий дом гороскопа, потом он выйдет до февраля 28 года, и с февраля 28 года, там практически на 2,5 года Сатурн будет идти по третьему дому гороскопа. Третий дом — это дом бизнеса, дом документов, дом соседей, сотрудничества, поэтому дом перевозок, почтовых служб, дом транспорта, конституций, там каких-то вот таких вот глобальных законов. И транзит Сатурна по третьему дому гороскопа, он указывает на то, что страна будет направлена именно вот в эту вот сферу деятельности, то есть это может быть какая-то глобальная стройка какого-то транспортного хаба, это может быть работа над договоренностями какими-то, над тем, чтобы заключить какую-то сделку. Это может быть работа над тем, чтобы открыть границы в том числе. То есть Сатурн вообще-то в третьем доме гороскопа, транзит Сатурна по третьему дому гороскопа — это в целом транзит, с одной стороны, он как бы ограничивает наши контакты с каким-то окружением, то есть он чистит окружение, он чистит наши контакты. С другой стороны, он дает возможность установить контакты правильные. Третий дом — это дом роста, и чем больше мы работаем над этим третьим домом, тем лучше у нас получается. Поэтому, в принципе, основной фокус вот этих вот 2,5 лет транзита Сатурна по третьему дому гороскопа — это будут предприниматели. Это будет фокус на бизнесе, то есть бизнесменах, да, предприниматели, бизнесмены, вот они будут в фокусе внимания государства. Это будет фокус на изменении подхода к отношениям с соседями, то есть перезагрузка отношений у Беларуси будет с соседями, там, с Польшей, с Литвой, со всеми, кто рядом, да, и, скорее всего, работа точно так же над границами, над вот этими вот, над тем, чтобы, может быть, там договориться о чем-то, хотя бы там частично открывать или что-то в этом роде. Но и какой-то документ может быть изменен, типа Конституции или чего-то в этом роде, тоже какой-то документ может быть изменен, потому что третий дом — это еще и дом документов. Но и по бизнесу тоже, мне кажется, что будут очень серьезные преобразования бизнеса, возможно, откат в тех решениях, которые были по бизнесу, потому что я знаю, что там, допустим, счета бизнесменам какое-то время не открывались, либо уже, может быть, вообще не открываются, либо открываются как-то частично. То есть вот с бизнесом тоже какие-то будут преобразования. И вот об этом нам тоже говорят и годовые гороскопы. Если мы посмотрим, допустим, там годовой гороскоп, нужно, наверное, вот здесь вот еще обратить внимание на годовой гороскоп, который у нас есть, и который у нас еще продолжается до конца года. Но в целом я хотела только здесь обратить внимание на то, что в Беларуси, до Беларуси, наверное, тоже могут дойти вот эти вот истории по поводу, поскольку в Беларуси не закрыта граница между Беларусью и Россией, могут дойти какие-то истории по поводу крупного рогатого скота, которого там в России сейчас сжигают коров и уничтожают коров, и у Беларуси еще впереди вот эта вот Венера в Накшатре Пушья. Пушья — это символ коровья вымя, поэтому в Беларуси тоже может быть какие-то добраться, может быть, до Беларуси такая вот история, либо будут как-то заграждать и запрещать вот этот вот вывоз и все в таком роде, потому что здесь у нас Венера стоит с Сатурном, Сатурн какие-то создает ограничения для перемещений, возможно, вот этого вот рогатого скота, коров. Но в целом гороскоп Беларуси до конца 2025 года, он, в принципе, такой вполне себе для страны благополучно, ничего здесь такого катастрофического какого-то нету. И вот интересно, гороскоп Беларуси на 2026 год. Ну, во-первых, конечно, этот гороскоп указывает на то, что лидер страны может болеть, потому что у нас и управитель 10-го дома, то есть с проблемами с какими-то сталкиваться управитель 10-го дома гороскопа у нас находится в падении, и Солнце находится в 8-м доме гороскопа. Но в целом
Что еще интересно, это то, что тут опять же стоит Сатурн в третьем доме гороскопа, а когда Сатурн в третьем доме гороскопа стоит, это время больших усилий. Это, конечно, может быть и какие-то прикрытые границы точно так же с соседями, но в целом это период больших собственных усилий, работы над какими-то документами, над каким-то заключением какого-то соглашения, да, изменения какого-то документа. И этот год, он указывает вот с августа 26 года по август 27 года, он как раз вот и по Луне, и по седьмому дому гороскопа, он у нас указывает множественные, есть указания на то, что будут происходить какие-то изменения в партнерстве. То есть с одними партнерами мы расстаемся, наверное, а с другими партнерами мы заключаем соглашение, потому что у нас управитель третьего дома гороскопа в седьмом доме гороскопа это союз, это сделка. Управитель седьмого дома партнерства у нас находится в первом доме гороскопа, это тоже союз, это тоже сделка. И при этом Даракарака, показатель партнерства, у нас Меркурий в восьмом доме гороскопа, Венера в падении находится, то есть государство как будто бы разворачивается, вот эта вот и ретроградная Венера, как будто бы разворачивается от одного партнерства к другому партнерству. И эта тенденция на 26 год будет такая вот разворот от одного партнерства к другому партнерству. И вот этот год еще очень серьезный год преобразования с точки зрения бизнеса, бизнесменов в государстве, мне кажется. И, кстати говоря, наверное, тоже вот этот вот вирус вполне себе тоже может быть, который в России и здесь, в Беларуси, тоже что-то может быть связанное с вирусами и с тем, что государство может тоже с каким-то вирусом бороться, потому что Марс у нас в шестом доме медицины в Близнецах находится. И Венера вот точно так же, как вот этот показатель крупного рогатого скота, она находится в падении, в знаке болезней. Поэтому вполне себе мне кажется, что Беларуси придется тоже как-то заграждаться от России. Мне кажется, что эта вся история должна как-то перейти. Очень вероятно. Но с бизнесом. Значит, что с бизнесом происходит? В этом гороскопе очень хорошо видно, что с бизнесом будут у государства тоже какие-то перетурбации и переформатирование вообще понимания бизнеса. Сатурн находится в третьем доме. Третий дом — это дом предпринимательства. Марс находится в шестом доме в знаке Близнецов. То есть Марс указывает на то, что мы, может быть, там сражаемся с этим вот близнецовским чем-то, да, то есть с бизнесом каким-то. И Меркурий как представитель, тоже как показатель торговли, он тоже находится в восьмом доме гороскопа. То есть подходы к торговле, какие-то торговые принципы, торговое законодательство, оно может быть меняться. И может быть даже вот какие-то серьезные такие изменения именно в законе о предпринимательстве, о торговле могут происходить. И тут, мне кажется, может быть так, что здесь будет допущена, допустим, какая-то ошибка в этом промежутке времени, хотя даже не так. Хотя даже не так. Хотя даже, наверное, возможно, будет какая-то перемена с точки зрения бизнеса. Государство, возможно, какие-то поменяет подходы, к этому даст какие-то разрешения, потому что когда Раху зайдет в 12 дом гороскопа, скорее всего, будет дана возможность на какую-то торговлю. То есть, наоборот, для бизнеса может быть это время, когда у бизнеса улучшатся возможности, у предпринимателей, у бизнесменов. Вообще государство очень сильно будет направлено на поиск ресурсов, на переговоры по деньгам, потому что Раху во втором доме гороскопа, он как бы хочет денег. И что просто интересно, что вот этот год, он будет таким, да, поиск денег, поиск каких-то возможностей для торговли, потому что Раху во втором доме гороскопа, но при этом Венера, как показатель вот этой вот национальной валюты, она находится в падении. И скорее всего, что белорусский рубль, он просто вот падает, и государство ищет способы и возможности как-то поторговать и что-то сделать такое. Ну, в целом, год на самом деле для государства больших возможностей, я бы так сказала. Вот с августа 26 года по август 27 года у государства будет окно больших возможностей, а вот с августа 27 года по август 28 года вот этот вот период, он будет
таким несколько странным, потому что после года больших возможностей, когда Сатурн стоит в третьем доме гороскопа, и государство может достичь больших каких-то результатов, наступает какой-то очень крайне противоречивый год. Крайне противоречивый, потому что вот в этом году, возможно, произойдет какой-то, как вот я говорила, там под период Девы наступает, и наступает годовой гороскоп 2027 года. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очень пораженный второй дом гороскопа. Второй дом — это банковская сфера, это казна, это Министерство финансов, это все ресурсы страны. И 11-й дом гороскопа — это тоже вот эти вот длинные деньги, какие-то запасы, какие-то депозиты, какие-то акции, облигации. Это вот 11-й дом гороскопа. Возможно, Беларуси там придется выплачивать какие-то крупные суммы в этот период или что-то в этом роде. То есть год с пораженным вторым и 11-м домами денег указывает на то, что казна пустеет. Либо какие-то проблемы с платежами, либо какие-то проблемы с деньгами у государства. Плюс Марс стоит в 5-м доме гороскопа. 5-й дом гороскопа — это дом, который у нас отвечает за элиту, за детей, за таких вот, за нацию, за цвет общества, да, за людей вот каких-то, которые представляют из себя сливки общества. И, возможно, вот в предыдущем году, 26-й, то есть август 26-го, август 27-го года будут приняты какие-то законы, которые, предположим, будут для того, чтобы предпринимательство каким-то образом поменять, проконтролировать, чтобы там как-то стимулировать. Но эти законы будут, скорее всего, то есть государство это будет считать, что эти законы хорошо будут работать, но по факту, наверное, эти законы очень сильно ухудшат ситуацию и очень сильно повлияют на состояние людей. Но также в этом году будет переделан, скорее всего, какой-то основной закон государства. Очень большая вероятность, что будут внесены изменения, допустим, в Конституцию или что-то в этом роде. Здесь у нас тоже 3-й дом гороскопа заполнен. Здесь у нас стоит Раху, Солнце, Луна. И вот в этом году будет какое-то недовольство. Но что еще интересно, кстати, управитель 6-го дома гороскопа в 12-м — это какое-то реформирование милиции, реформирование армии, может быть, какая-то реформа, какая-то, может быть, там чистка в этих структурах точно так же может происходить, какие-то изменения в этих структурах. И здесь точно так же у нас управитель 6-го дома гороскопа Меркурий находится с Марсом. И это, кстати говоря, какая-то союзническая армия, союзническая, может быть, какой-то. Скорее всего, даже может быть такое, что в Беларуси могут быть какие-то вот возмущения в этом году, потому что вот по всем параметрам какие-то возмущения могут быть. Но и опять же, может быть такое, что у Беларуси будет, допустим, с Россией какая-то совместная стройка, какое-то совместное строительство, потому что это очень похоже, и в России очень похожая тенденция тоже есть на то, что 27-й год может принести какой-то, по-моему, 27-й год, что-то может принести какую-то совместную стройку. Но 27-й год будет какой-то напряженный, хотя вот по каким-то заключенным союзам, по каким-то договоренностям, в целом 27-й год вроде как выглядит ок, но напряженный он по деньгам, и по периоду Девы, который тоже есть, он тоже какой-то напряженный, потому что в периоде Девы там Марс находится в 1-м доме гороскопа, это в любом случае какие-то волнения, какие-то такие истории. Но в любом случае у Беларуси какие-то возможности по торговле, по международным отношениям, по заключенным союзам на ближайшие 2 года появляются. И даже частично где-то, скорее всего, откроются границы. Но, как я сказала в начале видео, что все равно до 2037 года страна продолжает находиться в какой-то изоляции, добровольной, вынужденной. То есть
она не устанавливает международные отношения со всем миром. То есть есть ограничения на контакты с определенными странами, с определенной частью мирового сообщества. И страна, естественно, она не полностью изолирована, но частично она все равно продолжит оставаться изолированной. Она не будет полностью открытой до конца периода Сатурна, на мой взгляд. Хотя Венера, она принесет вот такую вот демонстративную дружбу. Вот тот текущий период, который сейчас есть, он все равно принесет такую демонстративную дружбу, демонстративное установление партнерских контактов и демонстративное установление заключения каких-то союзов, возможно, там какие-то вот эта вот демонстрация, да, как я говорила в этом видео, символы какие-то власти, символы Беларуси, вот это вот то, что Беларусь такая, какие-то великие амбициозные проекты, чтобы продемонстрировать именно какой является Беларусь. Ну и, в общем-то, наверное, на этом все. Я благодарю вас за просмотр этого видео и до новых встреч. Пока-пока.